Великие арабские завоевания расширили границы мусульманского мира до Памира и Пиренеев. Множество народов и племен вошли в состав халифата и приняли ислам. Так образовался мусульманский суперэтнос. Но, как говорится, каждая медаль имеет две стороны. Активно расширяя географические границы халифата, его правители, сами того не желая, получили подданных мадзакитов Азербайджана, огнепоклонников Хорасана, буддистов Средней Азии, манихеев Месопотамии и гностиков Сирии. Поистине огненная смесь. Естественно, с такими подданными фитна в халифате не заставила себя долго ждать. Все вышеуказанные группы пылали ненавистью к мусульманам и исламу. Мусульманский мир охватили невиданные потрясения. Чего только стоило восстание Бакека, который убил свыше 200 тысяч и сделал рабами свыше 10 тысяч мусульман. Император-философ Древнего Рима Марк Аврелий как-то весьма удачно заметил: глупо считать, что на свете есть злые люди, и они делают зла. Это крылатое выражение могло бы послужить девизом тех идеалистических безобразий, которые творили представители псевдоисламской секты, известно в Персии как исмаилиты, в Аравии – карматы, главной целью которых было разрушение ислама. Также они были известны как батыниты, ассасины и зиндики. Основатель этой деструктивной сектанты общины Абдулла ибн Маймун, по происхождению из медийских персов, по профессии глазной врач. Пропаганда этого учения носила двухмерный характер. Видимая сторона была проста. Все безобразия этого мира исправит Махди, спаситель человечества и восстановитель справедливости. Агитаторы-карматы в деле пропаганды своего учения выбрали беспроигрышную позицию. Они выдавали себя за мусульман. Они толковали тексты Корана, попутно вызывая в собеседниках сомнения и намекая, что им что-то известно. Но вот где истинный закон забыт, отчего все бедствия и простекают, а вот если его восстановить, то… Но тут толкователь замолкал, чем, конечно, разжигал любопытство. Собеседник, крайне заинтересованный, просит продолжить. Но проповедник, опять-таки ссылаясь на Коран, берет с него клятву соблюдения молчания, а затем, как испытание доброй воли, сумму денег, ссылаясь на то, что деньги пойдут на общее дело. Затем идет обучение новообращенного. Карматы должны были лгать всем. С шиитом он должен быть шиит, с суннитом – суннит, с евреем – еврей, с христианином – христианин, с язычником – язычник. Но только он должен был помнить, что тайно подчинен своему пиру, старцу. Все мусульмане – враги, против которых дозволена ложь, предательство, убийство и насилие. Вступившему на путь даже в первой степени возврата нет, кроме как в смерть. В их общине было распространено курение гашиша, самого обыкновенного наркотика, для того, чтобы у них возникали видения другого мира, к которому настойчиво направляли их идейные учителя. И естественно, что эти враги Аллаха и мусульман тайно дружили с тамплиерами, которые также со своей стороны прилагали все усилия для уничтожения ислама. Большая роль в противодействии распространенного карманского учения принадлежит тюркам. Сначала Махмуду Газневи, а потом сельджукским султанам. При этих правителях против них была даже учреждена целая инквизиция, глава которой носил титул палача зиндиков. Благодаря их непрекращающейся войне с карматами, последним удалось сохранить свое влияние только в Иране и Сирии. Карматы прославились многими святотатствами, главное из которых было массовое убийство паломников в Мекке и похищение черного камня Каабы в 929 году. Кстати, мусульманам священный камень сразу же вернуть не удалось. Потребовалось долгих 23 года для его возвращения на законное место посредством уплаты громадного выкупа. Глава карматов носил титул «Старец горы». Самым известным старцем горы был Хасан Сабах, который был бывшим чиновником сельджукского султана Меликшаха
и был изгнан из государственной службы за интриги. Большая часть карматов жила в различных городах и селениях халифата, где тщательно маскировались под видом мусульман или христиан. Они специализировались на политических убийствах, отсюда и их европейское название – ассасины. Напряженная борьба, которую вели карматы против халифата и суннитского ислама, приняла с самого начала характер и форму сектантского движения. Поэтому карматы, будучи нетерпеливыми фанатиками, направляли свое оружие не только против суннитского халифата и его правителей, но и против всех, кто не воспринимал их учения и не входил в их организацию. Нападения карматских вооруженных отрядов на мирных городских и сельских жителей сопровождались убийствами, грабежами и насилиями. Уцелевших карматы брали в плен, обращали в рабство и продавали на своих оживленных рынках наравне с другой добычей. К сожалению, и в наше время среди шиитов есть немало группировок, которых до сих пор рьяно поддерживают идеологи карматов, такие как батыниты и алавиты. И мы своими глазами видим, как в наш век научно-технического прогресса современные карматы безжалостно проливают кровь мирных мусульман в Сирии, Иране, Ливане и некоторых других странах, которые в прошлом являлись частью могущественного халифата и были учителями человечества. Аудиорассказы от Эдемы Элай.